Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к программе контроля веса Herbalife Nutrition, включающей, помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, употребление пищевых добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и могут различаться. Приведенные доходы и примеры продвижения бизнеса индивидуальны и не являются типичными. Для получения дополнительной информации о возможных доходах независимых партнеров обратитесь к ежегодному отчету о среднем уровне вознаграждений, выплачиваемых Herbalife Nutrition, опубликованному на сайтах www.herbalife.com и www.myherbalife.com. Построение розничного бизнеса, который мог бы обеспечивать озвученный уровень дохода, занимает продолжительное время. Деятельность независимых партнеров по обучению и поддержке других независимых партнеров в качестве спонсора является их личным выбором и ведет к получению комиссионных и других видов вознаграждений, которые являются частью их доходов. Приятнее, чем доход, приятнее, чем успех в нашей команде – это ощущение лидерства, желание быть особенным, подняться над толпой, быть выше на голову. Это возможность влиять и менять жизнь людей, которых вы бы не узнали, не будь лидерами. В Herbalife лидерству учатся сразу. Когда человек становится спонсором, он уже должен быть лидером. Хоть немного, даже если он новичок. Конечно, вы уже знаете больше, чем тот, кто только пришел в бизнес. Поэтому ваша роль как лидера в том, чтобы рассказать о возможностях продуктов и бизнеса Herbalife. Это первый уровень лидерства. Herbalife призывает вас учиться быть лидером на том этапе, когда вы знакомите людей с Herbalife, когда ведете их в бизнес, к карьерному росту в компании, к тому, чтобы начать сходу развивать необходимые навыки. И однажды вы увидите, как изменили жизни тысячи людей, не только свою. Кто-то из тех, с кем я говорю сегодня, изменит жизнь миллионов людей, начиная с единиц, которые были рядом. Но теперь ваши организации работают по всему миру, и вы получили столько навыков, вы стали настоящим лидером. Теперь вы можете прямо или косвенно влиять на миллионы людей. Это магия маркетинговой системы Марка. Вы можете менять жизни сотен людей не только прямо, но и косвенно. Возможно, тысяч людей. А кто-то из вас дойдет до миллиона. Люди, чья жизнь изменится под вашим влиянием, вашим лидерством. Так что лидерство – это предмет, обязательный к изучению. Потому что если все делать правильно, то он принесет потрясающие результаты. При правильном отношении, видении, ощущении нетрудно представить, как идеи могут повлиять на людей. Влияние продуктов Herbalife – история успеха компании. Бизнес-возможности дойдут до самых отдаленных уголков Земли, до людей, которые вас не знают, благодаря вам. Вы повлияли на одного человека, он на 50, те на 500, 500 на 1000. Вот так вы влияете на людей, которых никогда не видели. Можно посчитать, что помимо тех, кого вы знаете, есть еще тысячи незнакомцев, на которых работает ваше влияние. Это невероятно. Я читал книгу «Думай и богатей». В ней Наполеон Хилл предлагает список основных лидерских качеств. Мне он так понравился, что я его скопировал, и теперь хочу, чтобы вы его записали, а потом осознали,
и не держали в тайне, а передали другим людям по цепочке. Вот почему я этим занимаюсь. Мне нравится делиться знаниями, жать руки и здороваться с живой аудиторией. Но я также понимаю, что есть аудитория, которую я не вижу, на которой отражаются мои действия. Теперь у меня есть возможность поработать с ней. Мне кажется, сегодня мы с вами продуктивно поработаем, а вы это донесете до тех, кого я не увижу. Это волнительно для меня. Теперь давайте перейдем к списку. Он хорош. Первое, что пишет Наполеон. Лидер обладает непоколебимым мужеством. Я не уверен, что слово «непоколебимый» тут уместно, потому что иногда наше мужество колеблется. Гнется, но не ломается. Иногда нас одолевают сомнения, и приходится обращаться к внутренней храбрости, чтобы побороть страх. Поэтому я бы поспорил с Наполеоном насчет непоколебимого мужества. Но если вы сохраняете мужество, оно поможет вам. Вы смело делаете то, что не делали раньше. Смело ступите на неизведанную территорию. Смело заговорите с тем, кого не знаете. Смелость провести встречу. Смело рассказать личную историю. Смело решить проблему, с которой не сталкивались раньше. Вот это смелость. Смелость выстоять в темноте. Смелость стоять на своем, когда дела пошли не по плану. Смело постараться прожить хорошо плохой день. Это смелость. Иногда мы колеблемся, нас обуревают сомнения, иногда страх. Это естественно. Смелость и вера помогают противостоять этому. Вера поможет преодолеть страх, а смелость преодолеет сомнения. Но это хорошее качество лидера. Второе по Наполеону – это самоконтроль. Это жизненно важное качество в целом – самоконтроль. Потому что в каждом идет борьба. Борьба во всем мире, борьба свободы и тирании. В нашем теле постоянно борьба здоровья и болезни. Борьба добра и зла, света и тьмы. Я называю это борьбой противоположностей. Как только вы родились, как только вы осознали себя как жителя этой планеты, вы понимаете, что это. Чтобы жить в цивилизованном обществе, мы должны загонять тьму внутри себя в дальний угол и выпускать добро. Мы сразу учимся себя контролировать. Сила — это хорошо, над ней нужен контроль. Ее надо использовать во благо, а не для разрушений. Самоконтроль необходим для лидера. Он будет примером того, как контролировать эмоции, чтобы держать свою темную сторону под замком. Примером того, что нужно быть ответственным за свои слова. Вот это контроль. Контроль аппетита. Контроль желаний. Чтобы руководствоваться позитивным, а не негативным началом. Самоконтроль важен. Хилл отмечает, что лидер остро чувствует несправедливость. Как верно. Справедливость мы понимаем с раннего детства. Понимаем, что с нами происходит или как с нами поступили, это в некотором роде несправедливо. Что-то наносит нам ущерб. Мы учимся отличать добро и зло в раннем возрасте. Затем учимся пользоваться тем, что знаем о добре и зле, развиваем чувство справедливости, ощущение, что вы на правильной стороне,
Чтобы человек меньше ошибался, у него должно быть чувство справедливости. Надо строить организацию, руководствуясь чувством справедливости. Как найти баланс? Что справедливо? Маркетинговая система Марка справедлива для всех. Если у вас есть клиент, вы ведете его, то никто не имеет права прийти и забрать его. Те же правила касаются дистрибьюторов. Таким образом, мы все можем работать благодаря этим правилам, честным и справедливым. Иначе компания не может работать. В противном случае у нас будет анархия, как говорят политики. Где нет справедливости, где конфликты решают силой. Все решает сила, а не закон и не правила. Так у нас бы все развалилось. За последние 6000 лет ситуация стала катастрофической. К власти приходят не демократическим, а силовым путем. Нарушаются права и свободы. И это принимает катастрофические масштабы. И последствия отражаются не только на стране или мире, но даже на организациях. В школах беспорядок из-за несправедливых учителей. Командная работа невозможна, если лидер или руководитель несправедлив. Так что это верно. Лидеру нужно острое чувство справедливости и умение отличать добро от зла. Этому надо учиться. Это не придет само ни в первый, ни на второй, ни на третий год работы. Это долгие годы жизни, повседневной жизни. И в бизнесе до сих пор, даже сейчас, я пытаюсь понять, что лучше, что правильно, чтобы достичь гармонии и создать базу для будущего. Я согласен. Отличная идея – чувство справедливости. Следующее – уверенность в своих решениях. Нерешительность убивает возможности. Если вы нерешительны, возможность ускользнет. Если вы не решите, что будете делать сегодня, то день закончится, а вы так и не воспользуетесь им. В последнее время я много говорил о тайм-менеджменте. И вот одна из лучших идей для тайм-менеджмента. Не начинайте день, не спланировав закончить его. Возможно ли закончить день, не начав его? Да, если вы не завершите день, не придумаете идею или хороший план, то день пропадет. Утром вы думаете, чем заняться. Днем вы думаете, время уходит, что теперь-то делать? Таким образом, полдня потеряно. Большая часть дня прошла без толку. И вам пользы он не принес, потому что с утра вы не приняли правильное решение. Решения, принятые в юности, часто влияют на всю нашу жизнь. Решения, принятые на раннем этапе, также связанные с вашим бизнесом Herbalife, это жизненно важное решение. Если вы не будете принимать решения, время уйдет, и возможностей будет намного меньше. И потом придется нагонять просто потому, что вы не приняли вовремя решения. Важны решения, принятые в начале дня, в начале месяца, в начале года. Именно они определяют ваш год. Решения, принятые на раннем этапе брака, они влияют на дальнейшее течение брака. Решения, которые вы принимаете, столкнувшись с возможностью, те решения, что вы можете сделать, куда вас это приведет, что будет через много лет, решения, принятые на раннем этапе, очень важны. Затем нужно принять решение, чтобы исправлять решения, принятые ошибочно. Каждый из нас может ошибаться. По прошествии года, недели или нескольких месяцев мы говорим: «Это решение обошлось мне слишком дорого. Оно стоило мне времени и больших затрат. Я испортил с кем-то отношения, и снизилась моя производительность». Но пока вы живы, у вас есть шанс принять новое решение и исправить ошибки.
Со всяким может случиться, но, думаю, Наполеон здесь прав. Нужно быть последовательным в принятии решения, иначе возможность пройдет мимо вас. Следующий пункт. У хорошего лидера четкие планы. Это очень важно. И мне кажется, если суммировать все годы существования Herbalife, то этот год самый потрясающий, чтобы строить планы. За 18 лет существования Herbalife был ряд потрясающих возможностей. Разработка новых продуктов, разработка новых элементов системы поддержки. Ваша задача — разработать план, который поможет воспользоваться моментом. Herbalife как прилив на море. Вместе с ним поднимаются все корабли, если они в море. Но если ваш корабль не в море, то даже прилив не поможет ему подняться. Вот что вам надо делать. Берите пример с Марка Хьюза в построении планов. Берите пример с членов команды президентов, особенно с тех, кто в Chairman's Club. Для того, чтобы компания могла строить свои планы, вы должны начать строить свой. Не упускайте возможность. Не пропускайте сквозь пальцы. Не проиграйте это дело. Возможно, именно из-за отсутствия плана вы потеряли пару месяцев, неделю или год. Вы работаете на 10% из 100%. Настало время начать планировать. Ваши планы в Herbalife жизненно важны. Они важны для распространения Herbalife по миру, для распространения Herbalife в вашей стране. Важны, чтобы расширить ваш бизнес. Воспользуйтесь моментом. Не упустите его. Скажите себе: у меня есть план, сравнимый с планом Herbalife. Возможно, не в денежном значении, но план, достойный Herbalife, сравнимый с тем, как Herbalife учит пользоваться возможностью. Ваш план – развитие бизнеса. Вы планируете будущее своей семьи. Вы должны заботиться о семье. Очень важная задача для нас – построить гармоничные планы, которые не заставят пожалеть о том, что вы потратили много денег или времени на них. И если есть необходимость, задумайтесь, как избежать таких ошибок. И постройте новые планы, о которых вы не будете жалеть по прошествии лет. Конкретные планы. Планируйте использование финансовых средств. С тех пор, как я познакомился с Марком Хьюзом много лет назад, меня восхищает следующее. Как только он добился успеха, он выстроил план. Не только для своей финансовой безопасности, но для всей компании. Потому что Марк несет ответственность за нее. У компании должны быть резервы, независимо от того, что происходит в мире. Когда ваш бизнес в 37 странах, представьте, как непросто спланировать работу в разных странах, резервные планы, финансовые планы, продукты и возможности бизнеса. Это вызов, с которым не каждый из нас справится. Какой план обеспечит безопасность будущего Herbalife? На одном из тренингов я рассказывал, что клятва Марка практически как клятва президента США. Защищать, охранять и беречь Конституцию. Марку приходится защищать, охранять и беречь Herbalife. Обеспечить жизнеспособность компании не только в США, но и во всех странах. Поразительная ответственность. Но теперь вы, ваши планы. Если вы зарабатываете благодаря бизнесу Herbalife, то вы должны заняться финансовым планированием. Для того, чтобы обеспечить свою финансовую стабильность вне зависимости от обстоятельств. В этом я согласен с Наполеоном. Важно правильное планирование. Кроме прочих планов, необходимо иметь план личностного роста. Планировать стать лучше в следующем году, чем в этом. Ходить на тренинги, мастер-классы, делать все, что возможно для личного развития. Не только для финансового. Не только для того, чтобы купить еще одну машину или еще один дом.
Но прогресс личности, прогресс навыков общения, прогресс навыков рекрутинга, прогресс в ведении дел с людьми, прогресс в развитии своего влияния на людей, чтобы вы работали в 5, в 10 раз продуктивнее. Вам нужны такие планы. План личностного роста, план, который поможет становиться лучшей версией себя, который поможет развивать бизнес, семью и прочее. Вам нужен хороший план. Наполеон Хилл сказал еще хорошую фразу, подобную говорил мой отец. Хороший лидер делает не только то, за что ему платят, а больше. Какая потрясающая философия. Привычка делать больше, чем то, за что платят. Это то, что мы называем «посеять семена». Они принесут плоды не сразу, но принесут. Это как корень «капитал» в слове «капитализм». Если вы делаете больше, чем нужно, вы готовитесь к следующему взлету. Если вы делаете больше, вы инвестируете в будущее. Обычный человек подумает, если я буду делать больше, то они сядут на шею. Вы должны смотреть на это с другой точки зрения. Вы должны сказать себе, если я встану пораньше и поработаю подольше, это будет инвестицией в мое будущее, потому что я строю свою репутацию. Это моя философия. Делайте не только то, за что вам платят. Эта философия работает в бизнесе Herbalife. Вы продаете продукты Herbalife по маркетинговой схеме Herbalife, поэтому ваша задача – делать больше. Клиент получил продукт, вы получили деньги. Но вы не можете остановиться на этом. Вы должны вложить свою силу, энергию, время в то, чтобы клиент получил результат. И это самая сложная часть работы. Работа после продажи. Потому что продавать легко. Кто-то сам подойдет и скажет: «О, я искал продукты Herbalife, вот мои деньги». Но теперь вам нужно удержать клиента, быть рядом и убедиться, что он правильно пользуется продуктом, чтобы он продолжал его покупать. Это работа после продажи. И если у вас это получается, если вы таким образом инвестируете в будущее, а не просто продаете, вы получите отдачу в будущем. Мы все в Herbalife знаем, что самая большая отдача не от продажи продуктов, а от результатов. Результаты дают вам больше продаж. Результаты приводят вас туда, где бы вы сами не оказались. И знакомят с людьми, которых вы бы не узнали. Это мощная инвестиция. Вы делаете больше того, за что вам платят. Вкладываетесь в будущее. Так было со мной. Когда я начал читать лекции 36 лет назад, я читал их старшеклассникам, студентам, в общественных организациях совершенно бесплатно. Меня просили: «Доктор Рон, вы не прочитаете лекцию утром?» Конечно. Вы не прочитаете лекцию в обеденный перерыв в нашей организации? Конечно. Сначала все было бесплатно. Все потому, что я уже был состоятельным человеком и не нуждался в деньгах. Все было бесплатно. Но посмотрите, к чему это привело. То, что я тогда читал лекции бесплатно, привело меня в бизнес Herbalife. Много лет назад я проводил такой семинар в Лос-Анджелесе. И среди слушателей был Марк Хьюз. Если вы не получаете за что-то деньги, не волнуйтесь из-за этого. Просто работайте и знайте, что это окупится в будущем, если это станет вашей философией. Наполеон Хилл говорит о личности. Вам нужно быть приятным человеком. У человека много граней личности. На работе вы один, показываете определенные привычки и отношения на людях. Возможно, в частной жизни вы не так щепетильны, но все поведение на людях отражается на вашем доходе, на будущем вашего бизнеса, вашего имиджа. Однако вы можете формировать свою личность в частной жизни, чтобы она не подвела вас в общественной. Иногда мы ошибочно думаем: я не буду обращать внимание на этих нескольких человек, начну, когда их будет 1000.
Если вы не заботитесь о нескольких, то и к 1000 будете относиться так же. Гербалайф со своей маркетинговой системой дает возможность практиковаться в этом. Важно умение влиять на одного человека. Вы можете думать, ну что я выступаю перед парой человек, это несерьезно. А на самом деле это важно, потому что вы, используя свое обаяние, учитесь привлекать внимание людей. Учитесь, заставляете их слушать, принимать участие. О вас будут говорить: «Я хочу быть с этим человеком. Он необычный, я таких не встречал». Вот эта личность. Но нужно каждый день тренироваться, чтобы о вас так говорили. Пробуйте быть приятным один на один. И если у вас получится с 1, 3 или 5 людьми, это вас подготовит к большему. Такая личность с харизмой сражает людей. Выступаете ли вы перед 500, 1000 людей? Это важно – работать над собой. Лучший подарок, который вы можете подарить кому-либо, это внимание. Внимание – это сила. В молодости я познакомился с Нельсоном Рокфеллером, одним из богатейших людей США. Его уже нет с нами, но это был уникальный человек. Он баллотировался в вице-президенты США. Я попал на его пресс-конференцию. Я сидел достаточно близко, когда он выходил. Я подошел, тогда охрана была не такой агрессивной, и протянул руку. После рукопожатия сказал: «Здравствуйте, мистер Рокфеллер. Меня зовут Джим Рон». Мне запомнилось, как он оказался внимателен ко мне. Вокруг были вспышки фотокамер, все вокруг смотрели на него. Он спросил меня: «Джим Рон, откуда ты?» «Айдахо». Он сказал: «Как я люблю Айдахо. Это один из моих любимых штатов». На несколько секунд он подарил мне свое внимание, пожал руку. Я никогда не забуду это рукопожатие. Одно из тех рукопожатий на $1 миллион. Но особенно ярко я помню внимание, которое он мне уделил всего на несколько секунд. Это было потрясающе. До сих пор помню это ощущение. Вы можете поступать так же. Используя обаяние своей личности и влияние, дарите людям внимание. Вот что осталось в моем списке напоследок. Хилл говорит, что лидеру свойственно сострадание и понимание. Мы должны учиться этому с юности. На протяжении жизни мы встречаем тех, кому не так повезло, как нам, кому нужно протянуть руку помощи. И особенно сейчас мы смотрим на тех, кто ищет возможность поправить здоровье, кому нужно изменить стиль жизни. Именно сострадание и понимание сподвигло Марка Хьюза создать компанию. Марк понимал, что значит бедность, что значит ничего не иметь. Он понимал, каково быть стесненным в средствах. Он знал, что такое не иметь полноценного образования. Ему были знакомы эти беды. И вместо того, чтобы сокрушаться, он подумал: я сделаю свою жизнь лучше, а потом помогу другим с такими же проблемами, с недостатком денег или образования, людям, которые не могут решить навалившиеся проблемы. Я решу свои проблемы, а потом, вооружившись знаниями, я пойду помогать людям. Я помогу им как самому себе. Это качество лидера, понимание. Следующая цитата. По Наполеону: «Лидер должен быть специалистом в мелочах». Как это верно? Можно все потерять, если пропустить какие-то детали. Во время полета на Луну все детали должны быть под контролем, верно? Проект состоит из тысяч и тысяч аспектов. Тысячи аспектов включает в себя полет на Луну, и все они должны работать. Не может работать только 10% или 80% или 90%. Все должно работать. А еще есть резервные системы, на тот случай, если что-то пойдет не так. Важно отслеживать все мелочи. Но относительно Гербалайф важно помнить еще одно. Суть в мелочах. Кто-то скажет: я похудел на 30 фунтов, но не в этом суть.
Суть в следующем. Чем вы занимались до Гербалайф? Как вы себя чувствовали? Как жили? И тогда человек рассказывает все в деталях. И о том, как они себя чувствуют после похудения. Они увереннее в себе. Они сами себе нравятся. Суть в мелочах. Но мелочи важны также в ежедневной работе. Мелочи в общении. Мелочи в бизнесе. Спасибо за совет, Наполеон Хилл. Осталось еще 3. Готовность полностью брать на себя ответственность. Всех нас учили этому в Гербалайф. Брать на себя 100% ответственности. Марк Хьюз говорит: «Я не могу быть в ответе за то, что со мной случилось. Но я в ответе за то, как я на это реагирую, потому что мне несколько раз причиняли ущерб. Когда он только начинал бизнес, ему причиняли неприятности. Люди убегали с деньгами, он остался стоять, держа сумку. Но он сказал, что было, то было. Я не могу за это отвечать. Моя ответственность в том, чтобы задать себе вопрос, как я должен отреагировать на это. Если град уничтожил урожай, фермер не виноват. Фермер становится ответственным, когда думает, что теперь делать. Буря прошла, урожай уничтожен. Что делать? Все эти годы я учил следующему. Ваше будущее зависит от того, как вы реагируете. И для этого необходимо полностью брать на себя ответственность. Если у вас есть организация, вы проводите встречи и вы лидер, то вся ответственность лежит на вас. Остальные могут путаться и ошибаться, но ответственность на вас. Бывает такое, на что вы не можете повлиять, но то, как это исправить, какую стратегию и дипломатию использовать, это теперь на вас. Вы также несете ответственность за собственное будущее. Никто его за вас не создаст и не устроит. Никто не придет и не скажет: «Я за тебя все сделаю». Ответственность за обучение, за тренинги, за влияние, за то, какой будет ваша жизнь, лежит на вас. Вас может ждать процветание, а, возможно, вы будете еле сводить концы с концами. Ответственность на вас. Еще 2 пункта. Сотрудничество. Мы можем обмениваться идеями, пользоваться вкладом других, их энтузиазмом и историями, и пользоваться желанием других расти и развиваться. Гербалайф создал целую систему сотрудничества. В самом начале Марк собрал группу: Джерри Цветанович, Дуг Станц и другие. Они создали план сотрудничества. Марк сказал: «Мы проведем самое невероятное собрание, если будем работать вместе. Мы привлечем много людей, если будем работать вместе. Ты делаешь это, ты это, я это. Мы будем работать вместе, и дело пойдет». Такое сотрудничество – залог будущего богатства. Старая поговорка гласит: где единение, там и победа. Если они готовы совместно работать над проектом, им все под силу. Ничто не может встать на пути у 2 или 3 человек. Как прекрасно, что нас сейчас не 2 и не 3. Стало много членов команды президентов. Растет даже Chairman's Club. Очень много людей в команде миллионеров, и они сила. Совместная работа членов команды ТАП, дистрибьюторов, домашних офисов, сотрудников компаний. Все мы вместе, если будем едины, мы непобедимы. Мы можем вдохновить любого. Сотрудничество. Поэтому я с вами. Моя часть работы – канал HBN. Я делюсь идеями. Вы что-то запишете, потом все это обдумаете. Вам будет о чем поговорить с людьми, с которыми вы работаете, с которыми сотрудничаете. Такое сотрудничество сделает год более плодородным. Мы вырастем до 2, 3, 5 миллиардов. И самое главное, не цифры. Мы получим уважение, престиж, влияние.
Мы будем гордиться собой, своей работой и примером сотрудничества, который даем. Я хочу сотрудничать с вами и помогать строить бизнес. Все мы сотрудничаем с компанией Herbalife. Мы на пути к тому, чтобы зарабатывать миллиарды. У нас будут истории успеха и опыт. Вот последнее для нас сегодня. Наполеон Хилл пишет, что главный признак лидера – предвидение. Тут несколько аспектов. Первый – предвидение собственного пути развития. Предвидение собственного будущего. Предвидение вашего финансового будущего и здоровья. Предвидение вашего богатства. Предвидение, на базе которого вы построите будущее. Предвидение будущего вашей семьи. Оно должно касаться не только вас самих. Догадайтесь, на кого рассчитывает ваша семья. На то, что мы сможем предвидеть то, что не видят они. Что мы можем заглянуть в будущее дальше, чем могут они. Тоже верно в отношении вашей организации и тех, кто рядом с вами. Они рассчитывают на ваше предвидение. Возможно, вы дольше в бизнесе, чем они. Возможно, намного дольше. И они будут смотреть на вас и просить помочь предвидеть то, чего они сами не могут. И если вы поможете и будете развивать этот аспект лидерства, это окажет огромное воздействие на вашу организацию. Невероятное воздействие. Предвидение своего будущего, предвидение семьи, предвидение будущего организации, предвидение будущего своей жизни, предвидение будущего близких. Ибо сказал пророк: без откровения свыше народ не обуздан. Если мы не предвидим будущее, жизнь бессмысленна. Если мы не в состоянии смотреть в будущее, нам не во что верить, нет цели и не к чему стремиться. Но если мы научимся этому необычному умению, поверьте мне, оно научит нас влиять на людей, и они захотят быть с нами, потому что мы владеем даром предвидения. Не только видеть ближайшее будущее, что будет на этой неделе, в этом месяце или году, но долгосрочное видение, как у Марка, ведущее нас к 5-миллиардному обороту. Ваше предвидение может привести вашу организацию к счастливому будущему и сделает всех успешными, о чем они мечтали. Я называю это лидерский тренинг. Как вы знаете, Herbalife с самого начала занимается тем, что ищет лидеров. Тех, кто будет лидером среди продающих продукты. Не просто продавать, а следить, что люди используют продукты. Это и есть начало подготовки лидера. Когда вы становитесь спонсором, вы учитесь быть спонсором. Вы первый источник информации, связующая нить между дистрибьютором и компанией Herbalife. Возможно, они слышали историю Марка Хьюза, но вы – живое воплощение этой истории в личной беседе или по телефону. Умение провести человека от незнания к знанию, дать совет, как начать бизнес, как его развить и сделать успешным – это большая ответственность. Но это и фундамент лидерства. Он открывает возможности и налагает ответственность. Поэтому хочу поговорить о становлении лидера и скажу, что нельзя прекращать учиться. Многие из вас уже лидеры, но при этом все равно вы ученики, постоянно учащиеся тому, как стать более эффективным лидером, как лучше общаться, как глубже смотреть в суть вещей, быть сострадательным, как научиться слушать, как понять и пересказать ценную информацию другим людям, как сделать так, чтобы работать лучше и лучше, все лучше с каждым днем. Лидер-ученик. Конечно, учиться надо не только лидерам. Я тут записал: президент должен быть учеником. Марк Хьюз продолжает быть учеником. Он основатель компании, но и студент. Он президент, но он президент-ученик. Он постоянно в поиске стиля, содержания, продуктов, презентаций, понимания, увеличения способов влияния. Марк всегда старался найти способ стать истинным лидером компании.
Председатель совета директоров, какая ответственность? Знаете, когда он только стал им, это одно дело. Но теперь, как зрелый человек, он иначе смотрит на должность, как на невероятно ответственный пост. Теперь он снова учится. Акции Herbalife котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. На Марке лежала вся ответственность, когда компания только появилась. Но он всегда учился. Вы можете представить, на том уровне, где он находится, он должен все время совершенствоваться и следить за тем, чтобы мы шагали в ногу со временем, не только в отношении развития продуктов, но и приспосабливали нашу маркетинговую систему к работе в разных странах. Лидерство пронизывает всю систему сверху вниз. Чем бы вы сегодня ни занимались, тем, что я делаю тут. С моей позиции отца вы должны учиться быть отцом. Если вы стали матерью, поздравляю. Учитесь быть матерью. Как сделать так, чтобы в следующем году вы преуспели в науке материнства? Что может быть полезным для вас и вашего ребенка, когда вы будете вместе решать какие-то проблемы и задачи? Нужно постоянно учиться быть родителями. Итак, дистрибьюторы – ученики, команда президентов – ученики, команда GET – ученики. Теперь, когда вы стали членом команды TAB, учитесь максимально эффективно использовать эту ступень и работать так напряженно, что вскоре вы станете членами команды миллионеров. А затем используйте эту ступень не только для заработка. Вы знаете, что в команде миллионеров будете получать уже не 2%, а 4%. Надо быть достойным этих 4%. Надо уметь общаться, быть лидером, помогать людям. У членов команды президентов уже 6%. Быть достойным этого процента значит больше, чем получать их. Вы должны сказать себе: теперь я член команды президентов, и я должен учиться еще больше, чтобы моя квалификация принесла пользу мне, людям, моей семье, моим финансам, и также работала на хорошую репутацию моей организации. Я убежден, что команда президентов должна помогать и другим линиям, не только своим. Должны способствовать росту компании по мере того, как растет ваша организация. Огромная ответственность на членах команды Chairman's Club. Учиться, а не просто дорасти. Не просто получить новый значок, но задуматься, как стать достойным этих денег. Как я могу помочь своей команде личным вкладом? Об этом надо постоянно задумываться. Изучайте истории успеха, больше читайте, больше записывайте на тренингах, чтобы ничего не упустить, особенно с учетом престижности и высоты вашего положения. Это и есть важная часть подготовки лидера. Есть и другие элементы лидерской подготовки. Я хочу дать вам сначала весь список, потом мы пройдемся по каждому пункту. Первое. Изучайте возможности. Второе. Изучайте шансы. Возможности одно, шансы другое. Третье. Изучайте способности. Есть способности компании, есть способности организации. Я остановлюсь на личных способностях. Как найти людей, чьи способности скрыты от окружающих, и как раскрыть эти способности? Как осознать свои способности? Но завершим список. Следующий жизненно важный момент – изучение неизбежности. Периодически мы сталкиваемся с неизбежностью, и надо с этим жить. Последнее – рациональность. Как научиться быстро соображать, разбираться с проблемами и находить решения. Как обдумывать решения и принимать их. Как понять, что они соответствуют вашей философии и вашим целям.
Рациональность – очень важный момент. Итак, наш список – возможность, шанс, способность, неизбежность, рациональность. Начнем с возможности. Пару недель назад я слушал проповедь. Шуллер-младший, доктор Шуллер из Хрустального собора. Его сын замещал его и читал проповедь. Я в свое время читал там лекции лет 27-28 назад. И мне всегда интересно слушать проповеди, особенно если проповедует Шуллер-младший. Знаете, он потрясающий. И вот что я записал на его проповеди. Я сокращу немного, но я думаю, вы все поймете. Я думаю, это была одна из лучших проповедей, что я слышал. И вот 3 основных момента. Не 30, а только 3, но они базовые, поэтому запишите их. Первое. Если вы думаете, что это невозможно, это не так. Это первый момент. Второй момент. Если вы думаете, что знаете все, это не так. Это второе. А вот третье. Если вы думаете, что вы одиноки, это не так. Я подумал, что это потрясающе. Если вы думаете, что это невозможно, это не так. Если вы думаете, что все знаете, это не так. Если вы думаете, что вы одиноки, это не так. Если вы думаете, что это невозможно, это не так. Живой пример для этого – Марк Хьюз. Своим упорным трудом и верой он создал потрясающую компанию Herbalife. Следующая фраза просто потрясающая. Если вы думаете, что все знаете, это не так. Как часто мы с этим сталкиваемся? С раннего детства и, возможно, до сих пор. Мы думаем, что знаем все на свете. Мы думаем, что мы все знаем и понимаем. Мы думаем, что мы все сделали и все завершили. И потом с удивлением понимали, что знаем далеко не все. Мы думали, что у нас есть решение проблемы и что у нас есть вообще все решения. Но наверняка знаний оказалось недостаточно. Мы всегда так удивляемся, когда жизнь показывает, что наших знаний недостаточно. Но благодаря этому мы растем. И наше «я» часто говорит нам, что мы все знаем, что мы дошли до конца пути. Для этого и нужна скромность, чтобы понимать, что мы знаем далеко не все. Мы думаем, что знаем все о бизнесе, но поверьте, нам есть чему поучиться. Мы можем достичь больших высот, если будем учиться. Важно понимать, что если вы думаете, что все знаете, это не так. Но последняя фраза – просто чудо. Если вы думаете, что одиноки, это не так. Интересно. В клятве верности флагу США сказано «Одна нация под Богом». Как жители этой страны мы верим в это, что в США мы не одиноки. Иногда слово «один» в значении «сам по себе» не означает «одинокий». Кто-то молится за вас. Кто-то думает о вас. Иногда человека нет рядом, но вы чувствуете его присутствие. Звонит телефон, вы отвечаете. И вы чувствовали, что вам позвонит тот, чьего звонка вы так ждали. Это то самое волшебство, о котором я говорил в Сан-Франциско. Оно среди нас. Мы знаем, что мы не одиноки. Иногда, когда подходит к концу турне, или экстраваганза, или семинар, я обращаюсь к аудитории со словами: «Завтра, когда я уеду, я не расстанусь с вами. Вы будете со мной, в моих мыслях и в моем сердце». И все это чувствуют, что я действительно не расстанусь с ними. А когда я встречаюсь с детьми и внуками, то передаю им эти ощущения. Поэтому сегодняшние ощущения, динамизм этих ощущений и того места, где мы собрались, я все это увезу с собой.
И особенно этот дух коллектива, благодаря которому здесь такая атмосфера, я заберу с собой. Я буду вспоминать вас не только в самолете по дороге в Америку, я буду вспоминать вас везде. И каждый раз, когда я об этом говорю, кто-то удивляется. Люди не понимают, как у меня это получается, не покидать моих слушателей. Тогда я спрашиваю, кто из вас записал мое имя в тетрадку или блокнот? Все поднимают руки. И я говорю, когда мы отсюда выйдем, погаснет свет, и в зале будет темно, я уйду с вами. Мое имя в вашем блокноте. Надеюсь, что не только мое имя и мои мысли в блокноте, но и мой дух, и мои добрые пожелания, мои молитвы за вас. Я хочу всегда быть с вами. И когда вы будете пересказывать другим мои слова тренинга, с вами будут не только мои конспекты, но и мой дух. Поэтому мне кажется, что Шулер-младший абсолютно прав. Если вы думаете, что вы одиноки, это не так. Итак, первое – это изучать возможности. Сколько людей и сколько раз за последние 20 лет говорили о проекте Марка, несущий людям всего мира идею сбалансированного питания? Сколько людей сказали, что это невозможно? Поверьте, список будет просто огромный. Особенно в самом начале. Многие из тех, кого приглашали в бизнес, отказались, так как сочли это невозможным. Они сказали, что это невозможно, и не присоединились. И упустили возможность. Поэтому рассматривайте возможности. Трудно предугадать, чья идея окажется плодотворной. Трудно сказать, в чьем сердце или уме зародится идея. Если это хороший человек, то его идея будет творить чудеса. Мы наблюдаем это уже 20 лет. Переходим к следующему. Надо изучать шансы. Шанс – это весна. Надо поймать правильный момент. Те, кто стал первыми дистрибьюторами, обладали даром предвидения. Как здорово это звучит. Похоже, Марк говорит искренне. Похоже, сейчас самое время. Знаете, в то время травы были не самой популярной и модной темой дня. Но я уверен, что первые дистрибьюторы подумали, что как раз наступило время, когда вовсе не то питание, о котором все говорят, а как раз питание на травах будет к месту. Настало то самое время. И они узнали свою весну. Они узнали свою весну еще и потому, что Марк предложил им финансовую возможность. Он сказал им: «Я научу вас всему, что сам знаю, и буду учить всему, что узнаю на пути». Первые дистрибьюторы услышали его и сказали: «Это, наверное, и есть та весна, которую мы ждали. И это уникальная весна, которая приведет нас в лето и к осеннему урожаю». Они ухватились за этот шанс. Вы тоже должны ловить момент. Например, вы просто увидели человека и подумали: надо подойти, представиться и рассказать мою историю, или просто поздороваться, вдруг мне выпадет шанс. Жизнь дала мне такой шанс не так давно. У меня есть садовник, который следит за моим парком. Я с ним раньше не разговаривал, но недавно решил воспользоваться шансом. Я рассказал ему о Herbalife, о Марке Хьюзе и о своей роли в компании. И я рассказал ему о том, что происходит в последнее время. Просто невероятно. У него просто глаза загорелись, и он стал дистрибьютором Herbalife. Важно воспользоваться случаем, не упустить возможность. Учитесь все делать в свое время. Учитесь распознавать нужный момент. Это может быть и год. Первые 3 месяца следующего года посвятите планированию 2000 года. Скажите себе: я понимаю, что это мой шанс. Я должен как следует выложиться за эти 3 месяца. Это моя весна. Создайте себе искусственную весну. В современном обществе трудно понять, когда наступит весна,
когда придет лето, осень. Поэтому иногда надо просто придумать себе весну. Когда мы открываем новую страну, это весна. Но здесь, в Америке, компания и дистрибьюторы работают довольно давно. Просто создайте себе весну. Скажите, в ближайшие 90 дней у меня весна. Мы назовем это «весенняя кампания». Активнее приглашайте людей в бизнес. Усиленно работайте с клиентами в рамках личной весны. Учитесь узнавать свой шанс. Учитесь использовать шанс. Переходим к следующему. Следующая – способность. Если говорить о человеческих способностях и оглянуться назад на всю человеческую историю, на то, что люди создали за 6000 лет, и особенно на то, что создали люди, что так хорошо нам знакомо за последние 200 лет, с тех пор, как существует Америка, особенно это знакомо нам, американцам. Возьмем, например, тысячелетие Ренессанса, когда человечество пережило Средневековье, когда расцвели свобода мыслей, ремесла, появились художники, гениальная музыка, уникальная архитектура и прочие виды искусства словно проснулись одновременно. Всего за несколько лет все расцвело, словно прекрасный сад, под названием «Возрождение». Это прекрасное подтверждение того, что человеческие возможности безграничны. Когда настанет время и представится возможность, когда создан климат и наступило правильное время года, люди могут мыслить, творить и делать чудеса. Это и есть способность. В Herbalife мы встречали людей, которым никто не предоставлял раньше шанс. Еще не представилась возможность открыть их уникальные способности. Способности были скрыты. Они были, но не находили применения. Они скрывались за скромностью. Никто их не признавал. Никто не говорил: «Давай я тебя обучу». Никто не предлагал возможность: «Приходи, мы тебя признаем». Мы поможем тебе начать, мы поможем тебе построить. Раньше такой возможности не было, а теперь есть. И мы видим, что происходит с людьми, у которых, по словам окружающих, не было способностей, а на самом деле были. Они раскрылись. Я расскажу потрясающую историю невероятных способностей одного студента, который получил невообразимую награду. Это был студент-математик. И награда была в области математики. И церемония награждения была просто невероятной. Знаете почему? На одном из занятий по математике этот студент практически заснул. А когда он проснулся, все студенты уходили. Он забрал учебники и собирался уходить. И тут он взглянул на доску и увидел две задачи. Когда он увидел эти задачи на доске, он подумал: это же домашнее задание, запишу-ка я его. И он записал себе эти задачи и быстро вышел из класса вместе с однокурсниками. Вечером он пришел домой и сел решать эти задачи. Он сказал: это самая сложная задача на свете. Такое ощущение, что решения нет, его просто нет. И он пытался решить обе задачи. И он просто волосы на себе рвал и думал: сначала мне показалось, что все просто, но у них нет решения. Просто нет решения. Но под конец он все-таки домучил одну задачу. Он подумал, что решил. Он сложил свои записи и на следующем занятии отдал их преподавателю. И он даже не подозревал, когда отдавал записи преподавателю. Пока преподаватель смотрел, студент сказал: «Я записал себе эти две задачи. Мне кажется, что у них нет решения. Потом у меня с одной что-то стало получаться, и больше я сделать ничего не могу». Преподаватель был в шоке.
А причина в том, что преподаватель написал на доске две задачи, которые, по мнению математиков, не имеют решения. Это были две задачи, у которых не было решения, и все это знали. И тем не менее, преподаватель посмотрел и увидел, что студент решил одну из задач, не имеющих решения. И он получил потрясающую награду за то, что решил эту задачу. А теперь самое потрясающее в этой истории. Когда он списал эти задачи с доски и стал их решать дома, он просто не знал о том, что эти задачи не имеют решения. Потрясающая история. Человеческий гений не знает границ. Величие мысли неоспоримо. Мысль и дух уникальны тем, что для них нет границ. У них нет, знаете, это не физическое тело, которое движется в пространстве и времени. Его скорость ограничена. Скорость самолета ограничена. Даже скорость света ограничена. Самое невероятное то, что мысль и дух быстрее скорости света и несравнимы ни с чем. Закон физики утверждает, что два тела не могут занимать одно и то же место одновременно. Это невозможно. Или одно, или другое. Самое потрясающее то, что если вы делитесь, то получаете обратно. Одновременно отдаете и получаете. Это просто необычно. Есть такие возможности человеческого мозга, способность думать и размышлять, задумываться и продумывать. Мне бы хотелось, чтобы в рамках этого тренинга вы раскрыли собственные способности. Кто-то из вас раскроет их в процессе работы. Именно это случилось с Марком. Вы знаете, что первый опыт продаж он приобрел в магазине одежды. Он понял, что умеет рекламировать продукцию, что у него это хорошо получается. И для него это было просто открытие. А если бы он не нашел эту работу, то кто знает, что бы было. Возможно, он ушел бы в отрасль, где не раскрылись бы его уникальные способности. Затем, когда он уже создал программу Herbalife, все его скрытые способности начали усиленно развиваться. Он обнаружил, я могу делать и то, и это. И не только все то, но и все это. И когда доходишь до такого уровня, что понимаешь, я уверен, что если я справился с этим, то я справлюсь и с остальным, со всем остальным. И эта история не только Марка Хьюза. Это история каждого из нас. Навык за навыком, слово за словом, способность за способностью. Вы поняли. Теперь главное — пользоваться этим. Herbalife — это лучшее место, где можно проверить свои способности. Да, этому вы научились. А как насчет вот этого? А следующая ступенька? А следующий шаг? Не останавливайтесь. Вы уже начали путь. Продолжайте изучать и использовать свои способности. У нас осталось еще два момента. Следующее. Лидеры должны изучать неизбежность. Что такое неизбежность? Вот вам пример. 300 футов до Ниагарского водопада, а вы на лодочке без мотора и без весел. Вот это и есть неизбежность. Все. Если вы оказались в таком плачевном положении, все кончено. В 300 футах Ниагарский водопад. Маленькая лодка, без мотора, без весел. Все, это конец. И хотя до этого вас никогда не выносило на водопад, хотя у вас еще нет такого опыта, вы оказались в этом плачевном положении, и развязка неизбежна. Я говорю об этом, потому что вы не хотите попадать в такие неизбежные ситуации. По небрежности или по другой причине. Вместо того, чтобы оказаться в 300 футах от Ниагарского водопада, если бы кто-то рассказал вам, как грохочет вода, когда вы еще далеко от водопада, или вы бы видели, что кто-то доплыл до этой необратимой точки и пропал. Если бы вы видели эти сцены, ваша беззаботность не привела бы вас на край пропасти.
А жизнь из этого и состоит. Надо учиться на чужих ошибках, на ошибках тех, кто был в необратимых ситуациях, либо наблюдал их. Из-за собственных ошибок, небрежности или неудачи эти люди оказались в необратимых ситуациях, а потом было уже слишком поздно. Знаете, однажды комедийный актер Джон Белуши столкнулся с необратимостью. Он перешел ту черту. Он употреблял наркотики и совершал другие чудовищные ошибки, и он дошел до той точки, откуда нет пути назад. Вы перешли черту. Мы должны объяснять нашим детям, что в жизни существует неизбежность. Природный катаклизм неизбежен, горе неизбежно. Я научился этому в экономике. Я рано понял, что можно зарабатывать 5000 в месяц и разориться. А в те годы 5000 – это были большие деньги. И я спрашивал, как можно обанкротиться, если зарабатываешь 5000 в месяц? А ответ прост – тратить 6000. И если ты зарабатываешь 5000, то ты тратишь еще 1000 сверху и не замечаешь. Она просто испаряется. Вот так можно обанкротиться, зарабатывая 5000 в месяц, просто тратя 6000. Это неизбежно. И если вы не измените ваши привычки, не поймете сами или кто-то не объяснит и не забьет в колокола прямо по духам, то наверняка неизбежность приведет к тому, что вы будете тратить больше, чем зарабатываете. Один из моих друзей говорит, если вы тратите больше, чем зарабатываете, ваш рост превращается в ваше падение. И наступает момент, когда это неизбежно. Не доходите до этого, учитесь. Если я продолжу жить в том же стиле, куда это меня приведет? Если сохраню нынешние привычки, куда это меня приведет? И если я по-прежнему не буду дисциплинирован, куда это меня приведет? Доктор Джеми как-то сказал, если вы отказываетесь менять определенные, связанные со здоровьем привычки, это неизбежно. Если вы не получаете питательные вещества, в определенный момент процесс становится необратимым, а сочетание подобных факторов приведет к тому, что со временем будет слишком поздно. Вот почему мы все время спрашиваем, каков фактор риска? Итак, важно исследовать неизбежность, чтобы не оказаться в положении, когда вы перешли черту, и уже нет пути назад. Следующее и последнее. Изучение рациональности. Научитесь самостоятельно все анализировать. И здесь важно. Часто мы хотим делать только то, что важно, что нам кажется разумным. Иногда то, что кажется нам разумным, не дает нам всего того, что мы могли бы узнать, для того, чтобы расширить кругозор и научиться еще чему-то. Но мы тут же начинаем действовать, если что-то представляется нам разумным. Иногда мы руководствуемся верой, и это логично, руководствоваться верой. Логично воспользоваться шансом. Логично сначала что-то вложить, а потом ждать плодов. Но если это нелогично, нерационально, то мы наверняка не будем ничего делать. Мы должны понять, что нам представляется логичным и рациональным. И особенно у нас, дистрибьюторов Herbalife, есть прекрасная возможность постараться объяснить логичность происходящего другим. Если вы проведете презентацию так, что все будет ясно и логично, я понял, мне это кажется логичным. Кажется, так оно и есть, и мы будем над этим работать. Поверьте, если у вас это получится, то вы измените жизнь множества людей. Вот верх рациональности. Мы зовем его здравый смысл. Людям был ниспослан этот дивный дар мыслительной деятельности, результат которой – здравый смысл. Правильно? Да, я все послушал, но здравый смысл подсказывает мне, что эта история несколько преувеличена, что это неправда. Здравый смысл подсказывает. С одной стороны, важно доверять здравому смыслу. С другой стороны, важно его модернизировать. То, что мы называли здравым смыслом 4-5 лет назад, теперь устарело. Здравый смысл для меня – это как следует взвесить полученную информацию. Поэтому рациональность – это жизненно важно.
Когда вы придете домой, не забывайте о временах года. Сейчас я хочу предложить вам тему «4 главных урока жизни». Когда-то я об этом говорил, но это было давно. А тем, кто пришел совсем недавно, необходимо понять, что я сейчас буду рассказывать. Я думаю, это будет ценно и важно для вас. Запишите себе следующее. И в жизни, и в бизнесе идет смена времен года. Это самое ценное, что я узнал, когда был молод, когда только начинал. И в жизни, и в бизнесе идет смена времен года. А вот следующая цитата. Вы не можете сменить время года. Это невозможно. Нельзя переставить времена года местами. Мы не можем 5 раз собрать урожай, пережить несколько весен, 2 лета и ни одной зимы. Их нельзя поменять. Времена года идут так, как они идут, и никак иначе. Вы не можете изменить времена года, но запишите себе, вы можете измениться сами. Я услышал об этом, когда мне было 25, от человека, который меня учил. Вы можете измениться сами. И, кстати, только люди обладают потрясающей способностью полностью менять свою жизнь. Все остальные живые существа ведомы инстинктом и генетическим кодом. В Америке гуси летят на юг только зимой. А почему гуси в Америке летят на юг зимой? Потому что они гуси. Они не могут лететь в другом направлении. У человека все по-другому. Он может пойти на север, может пойти на юг. Он может пойти на восток, а может на запад. Человек может 5 лет вести один образ жизни, а потом начать с чистого листа и жить по-другому следующие 5 лет. Людям это под силу. Используйте это уникальное свойство человека и измените жизнь так, как вы хотите ее изменить. Если вы хотите изменить свой доход, то вам это под силу. У Herbalife потрясающая маркетинговая система и продукция. Это вам поможет. Просто выберите год, в который ваша жизнь изменится. Вы не дерево и не вросли корнями в землю. Вы не гусь, вам не надо лететь на юг. Поверьте мне, в любой момент можно решить. Я изменюсь. Изменится мой доход, изменятся мои способности. Я буду работать больше, чем до этого. Это ваше Богом данное право. Право человека изменить свою жизнь настолько, насколько вы сами этого хотите. Я смотрю на Марка последние 17 лет, и Марк – тот, кто воспользовался своим правом кардинально изменить жизнь. Тогда ему было около 20, и он за последние 20 лет создал продукты Herbalife. Какая перемена, какая трансформация! Если у Марка получилось, получится и у вас. Получилось у меня, получится и у вас. Если это получилось у членов президентской команды, то все вы можете сделать это. Кардинально изменить течение и качество жизни. Поэтому осознайте важность времен года. В жизни надо понять 4 важных момента. Первое – научитесь справляться с зимами. Это неизбежно. За сбором урожая всегда приходит зима. Скажите, как часто она наступает? За 6000 лет истории человечества. Зима наступает после осени. Ночь сменяет день. Трудности сменяют возможности. Рецессия сменяет экспансию. Это и есть течение жизни за последние 6000 лет истории. Зимы всегда наступают. Зима болезней, зима разочарования, зима разорения, социальная зима, экономическая зима, личная зима, когда сердце разбито, а ночи такие длинные. Это просто зима. Но зимы не избежать. Так было последние 6500 лет нашей истории. И вы спросите, ну, мистер Рон, и что мне делать с этими зимами? Во время Второй мировой войны мы боролись с зимой, и пришла весна.
Мы боролись с тиранией фашистов и освободили мир, чтобы строить в нем демократию и свободу. Зачем я это рассказываю? Поверьте мне, вы можете победить свою зиму. Бывают совсем маленькие зимы. Можно научиться бороться с маленькими зимами. Когда вы приходите на встречу, вы подготовились, все подготовлено, можно проводить встречу и устраивать презентацию, а никто не пришел. Это один зимний день. Но такое случается. Развод – это зима. Смерть близких – это зима. Трагедия – это зима. Такое трудно принять. Но мы точно знаем, зиму можно пережить. У времени есть одно свойство – оно проходит. Оно уносит все, что с вами произошло. И зима со временем пройдет. Как противостоять зиме? Запишите. Зимой можно стать лучше, сильнее и мудрее. Можно пережить любую зиму. Можно придумать, как пережить любую зиму. Не может быть такой зимы, которую не пережить. Если использовать человеческую смекалку и возможности Herbalife, можно найти способ пережить зиму. Держитесь, запишите, зима не вечна. Да, фашистская диктатура длилась 5 лет, но она закончилась. Становитесь мудрее и сильнее. Становитесь лучше и учитесь справляться с зимами, что будут в вашей жизни. А с помощью могучей семьи Herbalife, с помощью тренинга, с помощью невероятных продуктов, с чувством собственного достоинства, с новыми навыками, вы сможете преодолеть все, что угодно. Поверьте мне. А вот и следующее время года. Это весна. И запишите себе, если вы еще не поняли. Запишите, весна всегда приходит. Иногда зима затягивается. Ночь кажется вечной. Но, безусловно, ночь пройдет и настанет день. Зима закончится и придет весна. Трудности закончатся, и придет время возможностей. Рецессия проходит, и наступает время роста. Я не знаю, какие зимы были в вашей жизни, но я уверен, что когда вы услышали о Herbalife, о системе маркетинга компании, когда вы узнали об этой возможности, уверен, многие из вас поняли, что пришла весна. Долгая ночь закончилась, и настало время возможностей. Весна всегда приходит. Главное – переждать долгие ночи, переждать темноту, переждать смутное время. И ваша весна обязательно придет. Вам нужно научиться следующему. Запишите себе. Использовать весну. У вас не будет урожая просто потому, что пришла весна. Надо что-то делать. Надо воспользоваться моментом. Хорошо известно, что тьма не вечна, но надо также понимать и то, что и весна не вечна. Исследователи космоса называют это окном. Когда все готово к старту космического корабля к Луне, есть определенный момент, когда можно стартовать. Если вы не стартуете в этот момент, надо ждать следующего. Herbalife – это ваша весна. Пожалуйста, воспользуйтесь ею. Расскажите о компании и раздайте брошюры. Звоните, проводите встречи, разговаривайте с людьми. Вцепитесь в эту возможность и крепко держите ее. Превратите во что-то стоящее. Herbalife – это и есть весна. Воспользуйтесь ею. Не ленитесь, особенно весной. Не отвлекайтесь, особенно весной.
Попробуйте пригласить фермера весной поиграть в боулинг. Он скажет, что вы сошли с ума. Фермер скажет, в боулинг надо играть зимой. Можно играть в боулинг после посева, но весной в боулинг не играют. Я хочу, чтобы вы осознали, что после этой экстраваганзы к нам придет новая весна. И сейчас, когда вы вернетесь домой, все ваши показатели должны вырасти. Проснитесь пораньше, лягте спать попозже, выкладывайтесь по полной, воспользуйтесь этой весной. Вот следующий момент. Надо пользоваться каждой весной, потому что весен немного. Жизнь не вечна. Она когда-нибудь закончится. Кто-то из Битлз сказал, все пройдет. Рассвет не продолжается весь день. Весна не продолжается целое лето. Закат не длится всю ночь. Всем нам отмерено время, отмерен срок. И когда наступает момент, надо пользоваться этим моментом. Жизнь коротка. Жизнь – это короткий отрезок времени. Не надо тратить весны понапрасну. Не упускайте возможность провести встречу. Не упускайте возможность приехать на следующую экстраваганзу. Не упускайте свой шанс. Пользуйтесь каждой весной, потому что весен будет не так уж много. Не дайте им пройти просто так. А вот третий момент. Времена года сменяют друг друга. За зимой идет весна, за весной лето. Лето – это трудное время. Летом происходят два процесса. Первое – возможность. Второе – необходимо остерегаться врагов. Берегите летом то, что посеяно весной. Как мать, берегите свое дитя. Убедитесь в том, что вы уделяете своим дистрибьюторам достаточно много внимания. Проводите много тренингов и выслушивайте их. Не жалейте времени и будьте заботливы, как мать заботится о ребенке. Они не члены вашей семьи, но они члены семьи Гербалайф и заслуживают заботу с вашей стороны. Давайте им без ограничения пищу для роста. Давайте им без ограничения информацию для развития. Давайте им идеи, которые помогут изменить их жизнь. Будьте летом, как мать, и постарайтесь одарить теплом всех, кто вас окружает. Это и есть возможность в действии. Берегите тех, кто вокруг вас. Кто-то из них может сделать вас богатым. Именно они приведут вас туда, куда вы хотите прийти, зарабатывать сколько вы хотите и делать то, что вы хотите. Запишите себе, объемы продаж не сделают вас богаче. Баллы не сделают. Даже продукты Гербалайф не сделают вас богаче. Богаче вас сделают люди. Даже когда вам приходит чек от Гербалайф, вы думаете, Гербалайф прислал чек. Но надо понимать следующее. Вам чек посылают не с 13-го этажа и не компьютер. Живые люди сделали так, что вы получили деньги. Запомните, главное в жизни – это люди. Не системы, не числа маркетинг-плана, не компьютеры и не распечатки, не баллы и не статусы. Только люди делают нас невообразимо богатыми. Поэтому летом надо вкладывать душу в каждого своего человека. Это сделает вас богаче. На лето есть еще одно дело. Как отец, вы должны охранять от врагов. Поверьте, враги будут. В мире современной политики множество врагов свободы и демократии, врагов предпринимательства. Не так давно в коммунистических странах прибыль от предпринимательства была вне закона.
Не так давно там не было демократии, а сейчас есть. Здесь, в Америке, свобода и демократия процветают уже 200 лет, а с ними и предпринимательство. Но кому-то не так повезло. Не были они так удачливы. Давайте ценить, что мы имеем. На вашем пути будут политические и социальные враги. Будут попадаться те, кто завидует успеху Гербалайф. Они будут вашими недругами. Но помните, что как отец, что стоит на страже семьи, вы должны стоять на страже семьи по имени Гербалайф. Вы должны быть на страже и отражать все угрозы. Что бы ни давило на вас, боритесь. Что бы ни угрожало вам, как отец, стойте насмерть до конца и сразитесь с врагами, где бы вы их ни застигли. Вот еще один момент. Надо также бороться с внутренними врагами. Я хочу дать вам список, чтобы вы могли определить своих внутренних врагов. Первый – безразличие. Что бы вы ни делали, не будьте безразличны. Надо стряхнуть с себя сон и не говорить «Ой, это не для меня». Плыву по течению, а там посмотрим. Пожалуйста, что бы вы ни делали, соберите энтузиазм, царящий на экстраваганзе, и заберите его с собой домой. Не будьте небрежны. Небрежность влечет за собой жертвы, как в Гербалайф, так и в жизни. Проявляйте энтузиазм. Не надо быть безразличным. Вот еще одно – нерешительность. На этой сцене кто-то уже говорил об этом. Им пришлось столкнуться с ней. И вам придется. Нерешительность ворует возможности. Принимайте решения, пусть даже ошибочные. Старайтесь, принимайте решения и работайте. Если что-то не получится из-за неверного решения, то это прекрасный опыт. Следующее решение будет верное. Следующее – сомнение. Сомнения одолевают каждого. Цинизм свойственен каждому из нас. Циничная оценка правительства, циничная оценка банков и денег, циничная оценка общества, циничная оценка прошлого и будущего. Не позволяйте этой заразе взять вас за горло и разрушить то, что вы строите в Гербалайф. Да, одолевают сомнения. Сомневаться в успехе легко. Всех нас обуревают страхи. Самое ужасное, когда мы начинаем сомневаться в себе. Мы смотрим на Марка, красивого, прекрасно выглядящего мультимиллионера, невероятно успешного, и думаем: «Боже, мне такого не достичь». Но запомните, Марк говорит, а я вслед за ним, что это возможно для каждого в этом зале. Не сомневайтесь в своих способностях. Не сомневайтесь в своих силах. Если Марк справляется с трудностями, то и вы справитесь с трудностями. Если Марк пережил трудные времена, то и вы сможете. В жизни Марка были длинные ночи, но он выстоял. Если у него получилось, и у вас выйдет. Если получилось у него, получится и у вас. Если члены команды президентов смогли создать такие истории, подобных которым нет в мире бизнеса, то они заразят своим успехом соседние столики, где сидят члены команды миллионеров, Гет и всех тех, кто сидит здесь сегодня. Все это ваше. Не сомневайтесь в этом ни на минуту. Следующее – беспокойство. Определенная доля беспокойства – это правильно, но не дайте ему доминировать. Если в 2 часа ночи ваша дочь не вернулась домой, это повод для беспокойства.
Если в Нью-Йорке вы оказались на проезжей части и приближается такси, это повод для беспокойства. Запишите. Пусть беспокойство вызывает настороженность, но не панику. Необходимо быть начеку. Если враг рядом, надо быть начеку. Если что-то идет не так, то надо быть начеку. Нужно быть начеку, нужно волноваться и переживать, но не впадать в панику. Постарайтесь собрать все заботы и запрятать в самый дальний уголок. В противном случае ваше беспокойство будет как бешеная собака и загонит в угол вас. Кто бы ни был вашим врагом, скройте его в дальнем углу. Следующее – излишняя осторожность. Если весной вы будете слишком осторожны, то не посадите семена. Если вы слишком осторожны, то упустите шанс. Если вы слишком осторожны, то не будете двигаться вперед. Если вы слишком осторожны, то не проведете первое собрание. Запишите, надо пользоваться случаем. Управляйте чувством излишней осторожности. Загоните его в угол. Да, вы можете быть востребованы. Нет, не беритесь за все подряд. Да, нужно быть осторожным. Но нельзя, чтобы осторожность связывала вам руки. Нельзя, чтобы из осторожности вы упустили свой шанс. Следите за этим. Следующее – пессимизм. Да, есть темные полосы. Да, бывают проблемы. Да, бывают сложности, но бывает не только все это. Да, стакан наполовину пуст, но он же наполовину полон. Да, есть темные полосы, но есть и светлые. Да, наступает ночь, но наступает и день. Не надо бояться ни возможностей, ни сложностей. Учитесь справляться со всем. Теперь последний враг. Приедете домой и точно с ним столкнетесь. Я сталкиваюсь, все с ним сталкиваются. Это жалобы. Да, бывают жалобы обоснованные. Бывают обоснованные жалобы на бизнес. Бывают обоснованные жалобы на компанию. Бывают обоснованные жалобы на склад. Иногда бывают даже обоснованные жалобы друг на друга. Но жалобы не могут быть двигателем вашей жизни. Если вы постоянно будете жаловаться, с вами рядом никого не останется. Я не хочу работать с нытиком. Не позволяйте жалобам быть двигателем вашей жизни. Попробуйте загнать их в угол. Это все о лете. Заботиться о ценностях как мать и бороться с врагами как отец. Даже если это внутренние враги. Запишите, не станьте жертвой самого себя. Можно стать жертвой трагедии. Можно стать жертвой сплетен. Можно стать жертвой внешних обстоятельств. Но самое важное – это не стать жертвой самого себя. Бог с ним, с вором, который стащил у нас кошелек. Как насчет вора в вашей голове, который крадет мечту? Вор, который говорит, что вы слишком низкий. Вор, который говорит, что вы слишком высокий. Вор, который говорит, если даже у кого-то это получается в Калифорнии, то здесь это точно не пройдет. Пожалуйста, поймайте этого вора, даже если он живет в вашем сознании. Я говорю вам, что вы на все способны. Я говорю вам, что вы можете принимать решения. Я говорю вам, что несмотря на ночь, несмотря на грозу, несмотря на трудности, каждый из присутствующих может найти выход из ситуации. Пусть это будет шаг в минуту, день за днем, неделю за неделей. Но вы можете решить любую проблему. Вы можете все преодолеть. Пожалуйста, поверьте в себя. Осталось последнее время года. Осталось последнее время года. Это время сбора урожая. После долгого лета
когда мы преданно и дисциплинированно ухаживали за ценностями, как мать, и боролись с врагами, как отец, как сказано в древней книге, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, ибо настала жатва. Я хочу вам еще раз напомнить о временах года. Вспомните истории, которые вы сегодня слышали со сцены. От тех, кто носит бриллиантовые значки, бриллиантовые запонки и серьги. Кто-то уже получил награду. И еще много потрясающих наград вручат сегодня на этой сцене. На это так приятно смотреть. Хулио Иглесиас выступит сегодня. На него интересно посмотреть. Марк был с нами. Самое приятное – это наблюдать Марка за работой. Смотреть, как он управляет тем, что создал за последние 15 лет. Волнительно наблюдать за командой президентов. Мне приятно за всем этим наблюдать. Но главное – наблюдать за собой. Не могу поверить, где я сегодня. Не могу поверить в то, что происходит со мной. Но награды находят героев. Марк получил свою, а я свою. И я хочу, чтобы вы тоже так думали. Ваш день придет. Вы соберете урожай. Вы всего добьетесь. Гербалайф наградит вас за каждый шаг к вершине. Пусть вы идете маленькими шагами. Идите вперед. Гербалайф наградит вас. И когда вы, наконец, выйдете на сцену, это будет невообразимое волнение. Вы подумаете: «Господи, работать стоило. Каждодневный тяжелый труд принес плоды, и я собираю урожай». Я хочу, чтобы вы поняли следующее относительно поры урожая. Принимайте свой урожай таким, какой он есть. Не надо жаловаться, это ведь ваши всходы. Гербалайф сделал свое дело, дал лучшие продукты, маркетинговую систему и систему поддержки. Система поддержки в Гербалайф самая лучшая. Вам все это дано, а успех зависит от вас. Каков бы ни был ваш урожай, примите его. Не жалуйтесь. Примите его. Еще одно. Не оправдывайтесь. Когда вы приедете домой со своими наградами, которые вы тут получили, особенно вы, команды президентов, Chairman's Club, команда миллионеров, команда GET, те, кто получит особые знаки отличия на этой экстраваганзе, вы должны вернуться домой с гордо поднятой головой. И вот что вы должны сказать дома: «Я заслужил эту честь. Я получил это, потому что я это заслужил. Просто так бриллианты не раздают. Мы тут бриллианты не родственникам раздаем. Мы не даем награды и не отличаем тех, кто ничего не делает. Тот, кто работал, тот и получает деньги и знаки отличия». Я слышал, как Марк говорит: «Я горжусь тем, что я делаю». Он вхож в общество топ-менеджеров по всему миру, и многим из них стыдно за то, как они зарабатывают деньги. Но каждый доллар, заработанный Марком, каждый кусочек его состояния и финансового благополучия, знаете, Марк говорит: «Я смотрю на себя в зеркало и думаю, я чертовски горжусь своим успехом, потому что я служу людям». И вы также можете гордиться. Для вашего личностного роста вам будет полезна история о временах года. Однако еще есть личностное развитие, у которого есть 3 составляющих. Первое – физическое развитие. У Гербалайф отличные продукты для поддержания веса, для внешнего ухода.
Первый аспект личностного роста – физическое совершенство. Важно помнить, что тело и сознание работают вместе. У вас может быть много идей, могут быть амбиции, планы, но должно быть еще тело в хорошей форме, чтобы все осуществить. Вот почему Herbalife придает такое значение уходу. Компания дарит вам здоровье, жизнерадостность, энергию и силу. Кто-то из древних сказал: «Ваше тело – это храм. О нем нужно заботиться». Марку понравилась эта мысль, и он следует этому принципу. Зачем следить за своим телом? У вас должна быть хорошая физическая форма, чтобы осуществить мечты. Бывает, по утрам вы думаете: пора вставать и идти работать, а тело говорит: я не встану с кровати. А вы скажите телу: это последнее усилие, а потом я выгуляю тебя, потренируюсь в зале, и ты станешь сильнее. Еще пара коктейлей наполнит тебя энергией. Ухаживайте за телом. Если у вас есть вредные привычки, постарайтесь от них избавиться. Тогда ваше тело поможет достичь цели, исполнить мечты. Вы наполнитесь энергией и силой. Есть еще один момент, связанный с физикой. То, как вы выглядите. Вы должны не только быть здоровым, но и хорошо выглядеть. Внешность – одна из составляющих успеха. Интересные слова, я вам процитирую. Бог смотрит на сущность, а люди – на внешность. Это подсказка. Берегите душу для Бога, а для людей надо заботиться о внешности. Вы скажете: люди не должны судить по внешности, но они судят. Именно так. Когда люди узнают вас ближе, они не судят только по внешности, но сначала они оценивают, как вы выглядите. Вот мой лучший совет. Следите за тем, чтобы ваша внешность отражала внутренний мир. Над этим надо работать. Постарайтесь, чтобы ваша внешность была отражением вашего сердца, ваших мыслей и души. Надо заботиться о физической стороне. Теперь перейдем ко второй составляющей – духовности. Я не собираюсь тянуть вас в свою веру, но лично я верю в духовность человека. Мы не просто животные, мы особое создание. Я верующий. Не принуждаю вас верить со мной, но это я. Ого, в зале есть верующие. Чудесно! Фантастика! Я ценю это. Вот что я думаю о духовности. Если вы верующий, не пренебрегайте верой, углубляйте знания и развивайте духовность. Уделяйте внимание. Пусть растет, пусть будет частью вашей жизни. Не забывайте о ней. Многие не добиваются цели из-за пренебрежения. Они пренебрегают мелочами, деталями, пренебрегают ежедневной работой. Не позволяйте небрежности взять вас за горло и тащить в тень, когда с другой стороны светит солнце. Важный момент – не пренебрегайте заботой. Второе – не пренебрегайте внешним видом. И третье – не пренебрегайте духовностью. Переходим к следующему. Это разум. Одна из причин, почему мы приехали на экстраваганзу – это праздник. И чтобы обменяться идеями,
поближе познакомиться. Но есть еще одна важная часть экстраваганзы. Это пир разума. То, что можно обдумать. В древней книге сказано: «Не хлебом единым сыт человек». Надо добавить, что не хлебом единым жив человек. Для кошек и собак главная еда. Для аллигаторов и пауков тоже. Но человек не может жить только едой. Надо добавить, что у человека есть слова. Слова, которые питают разум, которые питают душу, которые питают дух. И я так доволен тем, что услышал в эти дни, тем, что говорили на встречах команд, тем, что говорилось на тренингах эти 3 дня. Я уверен, что вы напитались хорошими словами. Цените эти слова. Пусть они повлияют на ваши мысли, пусть они проникнут в ваш разум и отразятся на ваших целях. Позвольте добрым словам зарядить вас на будущее. Как сказал один пророк: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Слово — свет на вашем пути. Спасибо Господу за слова, которые помогли Марку 15 лет назад сформулировать свою мечту. Спасибо Господу за тренинг президентской команды, который изменил мир. Спасибо Господу за каждый семинар, проведенный субботним утром, обучающий семинар. Слова, произнесенные когда-то, уже разнеслись по миру. Слова надежды, поощрения, мира. Пусть ваш разум будет полон хороших слов. А также убедитесь, что вы сами дарите миру хорошие слова. В мире есть люди, живущие во тьме до тех пор, пока вы их не просветите. Есть люди, которые были нездоровы, пока вы не пришли к ним. Они бы так и не знали, что делать, если бы вы не указали им путь. Многие люди потеряются в жизни, если вы не скажете им: «Эй, я знаю, где найти свет, идем со мной. Я покажу выход из сложной ситуации. Я покажу, как излечиться. Если у вас финансовые проблемы, я расскажу, как их решить. Пусть ваши слова сияют. Пусть они будут полны жизни, пусть они будут хлебом и светом. Вы — свет этого мира». Я хочу, чтобы вы подумали над этими вопросами. Почему надо платить? Почему работать тяжело? Почему идти так далеко? Зачем надо столько учиться? Зачем пытаться довести все до конца? Зачем стараться увидеть все? Зачем стараться все получить? Зачем делать это? Зачем учить? Зачем беспокоиться? Зачем брать на себя слишком много ответственности? Почему надо постоянно развивать себя? Зачем стараться стать тем, кем вы можете стать? Для чего стараться заработать столько, сколько вы можете заработать? Поделиться тем, чем вы можете поделиться. Зачем развивать всевозможные таланты? Стараться увидеть как можно больше людей. Ходить на каждый семинар, общаться с любым человеком, с кем можете поговорить. Зачем делать все это? Зачем двигаться дальше? Зачем делиться, отдавать еще больше? Зачем стараться увидеть все, попробовать сделать новое? Зачем стараться стать всем? Хороший вопрос. Зачем? Только вы на него можете себе ответить. У вас должен быть свой список с ответами. Я хочу, чтобы после экстраваганзы вы пришли домой и составили собственный список «Зачем и почему». Осознание важности этих вопросов является одним из составляющих успеха. На лидерских тренингах учат понимать следующее. Если есть ответ на вопрос «зачем?», «почему?», то вы легко ответите на вопрос «как?». Но если ваши «зачем» недостаточно сильны, если цели не сильны, если нет видения, как сказал пророк, когда нет направления, народ гибнет. Без направления мы гибнем, без мечты мы никто. Я слышал, как Билл Херон рассказывал свою историю вчера из фильма «Профессионалы». Мы присоединились к вам, потому что верили. Мы остались, потому что должны были. Мы ушли, потому что были разочарованы. Но мы вернулись, потому что заблудились.
Без мечты мы ничто. Я прошу вас сесть за один стол со своей семьей и определить, какие у вас мечты. Я прошу вас составить список того, чего вы хотите, насколько здоровым вы хотите быть, что вы хотите уметь делать. Творец мироздания здесь, чтобы дать вам благословение на все, что вы хотите. У компании Herbalife есть все, чтобы осуществить ваши мечты. Но вы уже решили, чего именно вы хотите? Какого уровня дохода вы хотите достичь? Какие подарки вы хотите дарить? Какой властью вы хотите обладать? Какое влияние хотите иметь? Я прошу вас прийти домой и подумать над вопросами «Зачем?». Потратьте немного времени и представьте, что парите в облаках над океаном, направляясь туда, откуда вы пришли. Вы должны знать, чего хотите, когда придете домой. Чего вы хотите от Herbalife? Почему вы хотите именно так зарабатывать деньги? Почему вы хотите признания именно в этой области и хотите обладать именно этими навыками? Я прошу составить свой список, потому что если у вас будет четкий список «почему», Herbalife даст вам все необходимое, чтобы понять «как». Теперь пункт второй. Первый вопрос, который вам нужно задать самим себе, это вопрос «почему?». Есть еще один плюс в том, чтобы отвечать на вопрос «почему?». Это второй вопрос «почему нет?». Почему бы не понять, сколько вы можете зарабатывать? Почему не понять, сколько вы можете узнать? Почему бы не узнать, сколькими навыками вы можете обладать? Почему не узнать, кем вы можете стать? Почему не узнать, какое влияние вы можете оказывать? Почему не узнать, сколько людей вы можете спасти от забвения? Почему не узнать, скольким вы можете протянуть руку помощи? Я поделился с группой одной из своих целей вчера вечером. Вот она. Одна из моих целей – развить до предела все свои способности к 2000-му. У меня есть работа к 2000 году, поворотному моменту, смене тысячелетий. Я хочу развить до предела свои способности к 2000 году. И потом наступает новый век. Я хочу использовать эти навыки в общении со всеми людьми, с которыми буду общаться в течение всей жизни. Это одна из моих целей. Я хочу, чтобы вы поставили перед собой цели. Я хочу, чтобы вы тщательно обдумали все свои цели. А почему нет? Если фермер смог выбраться из Айдахо и в итоге быть здесь на экстраваганзе, почему не вы? Если Марк Хьюз смог выбраться из неблагополучного района в городе, найти людей и воплотить мечту в реальность, почему не можете вы? Если у большинства хорошее здоровье, то почему его нет у остальных? Если это случилось с вами, почему не с другими? Почему вы? Я прошу вас, чтобы вы поняли, что это относится к вам. Почему нет? Вы должны оставаться здесь, пока не уйдете. Я имею в виду, что еще вы можете делать. Почему бы не узнать, как много вы можете сделать? А теперь пункт номер 3. Почему не вы? Я бы очень хотел поговорить с каждым из вас лично. Но для этого мне пришлось бы дважды прожить жизнь, чтобы сесть и поговорить с каждым из вас. Но я бы очень хотел этого. Я бы лучше сел и поговорил с вами и вашими семьями около камина в гостиной, чем стоял бы тут на сцене. Это мое искреннее желание. Я бы с удовольствием провел с каждым из вас пару дней и открыл бы перед вами свое сердце и свою душу. Поделился бы своими мыслями и рассказал, что происходит в моей жизни. Я бы увидел, что вы не можете наладить контакт и найти для себя что-то ценное. Но время не дает нам такой возможности. Возможности поговорить откровенно друг с другом и узнать друг друга поближе. Итак, я должен сделать это, стоя сейчас на этой сцене. Я хочу, чтобы каждый понимал, что это относится именно к нему. И мой вопрос к вам такой: почему не вы? У вас есть ум. Вы способны принимать решения. Вы можете изучить план. Вы можете изменить свою жизнь. Вы можете сильно вырасти как личность в течение ближайших нескольких лет. Вы можете воплотить свои мечты. Вы можете построить непроницаемую финансовую стену вокруг вашей семьи. Вы можете стать здоровым. Вы можете стать влиятельным. Почему не вы? И я здесь, чтобы сказать, что я готов поддержать вас, помочь осуществить мечты. А сейчас я задам последний вопрос. Мой самый последний вопрос. Почему не сейчас?
Никогда еще не было столь подходящего момента. Марк вознес Herbalife на недостижимую высоту. Он сделал компанию Herbalife успешной с помощью других людей. Она процветает. Барселона была особенным местом, а Орландо было ужасным местом. Экстраваганза была самым потрясающим местом, где я когда-либо был. Ваша помощь, все то, что вы выучили, все, что вы выслушали, вы много работали, чтобы получить это все. Я поздравляю вас с этим. Но мы все здесь благодаря Марку. Сейчас самый подходящий момент для нас, чтобы не дать этой мечте умереть, а воплотить ее в жизнь. Вдохните в эту мечту ваши собственные стремления до тех пор, пока она не станет пламенем, которое засияет на весь мир. Давайте сделаем это сейчас. 4 части вашего будущего. Кто слышал мою презентацию раньше, позвольте повторить коротко. 4 составляющих, чтобы зарабатывать в будущем. Во-первых, лидерские качества, которые мы развиваем здесь. Что может помочь быть невероятно вдохновленным? Идея поиска лучшей жизни. Мне нравится история Марка Хьюза. Его бабушка стала его первой клиенткой. Он начал с того, что у него было. Если у вас есть 1 цент, вы начинаете с цента. Если есть бабушка, вы начинаете с бабушки. Если у вас нет ничего, можете что-то одолжить где-нибудь. Если у вас ничего нет, начинайте с этого. Если у вас есть препятствия, начинайте с них. Если вы молоды, начинайте молодым. Если вы позади всех, начинайте там. Не оправдывайтесь, а действуйте. День за днем вы моделируете свое будущее. Звонок за звонком ваше будущее меняется. Человек за человеком, дистрибьютор за дистрибьютором, клиент за клиентом, час за часом, беседа за беседой. Просто выберите главу о том, как быть лидером. Поймите, что вы можете сделать свою жизнь такой, о какой мечтаете. Не упускайте возможность. Цените эти дни и время. Цените часы и минуты. Цените эту атмосферу. Это невероятные времена. Но мы пришли к успеху. Второе – продукты. Мне не нужно объяснять, вы уже знаете, что они из себя представляют. Цель Herbalife – сделать качественную продукцию доступной. Врачи и ученые могут дать нам ее прямо в руки, чтобы она заняла место на рынке. У Herbalife все лучшее. Марк посвятил себя этому с первых дней. Он на голову выше конкурентов в индустрии. Так будет до тех пор, пока компания заботится о честности и о том, чтобы продавать только продукт высокого качества. Марк убедился, что надо добиваться качества. Так мы стали лидерами. У нас лучший продукт. Теперь мы проводим маркетинг. Наш план потрясающий. Все видят результаты. 10-20 лет назад такого не было. Феноменально. Это одна из причин, откуда идет такая прибыль, о которой мы слышали сегодня. Маркетинг нужен, чтобы помочь вам начать. Он даст возможность стать больше, чем вы сегодня есть. Он дает возможность помогать людям, распространять свое влияние, вырасти настолько, насколько вы не предполагали. Этот маркетинг – это 12 лет прибыли, 12 лет истории и репутации. Маркетинг Herbalife и ваш, у которого нет границ. Как далеко вы зайдете? Тут единственное ограничение – это продукция. Но об этом мы позаботимся. Мы позаботимся об этом. Компания станет лидером. Мы позаботимся об этом. В 90-е мы посвятили себя тому, чтобы расширить свои навыки и способности, силу и могущество. Мы посвятили себя этому, чтобы передать вам лучшее. С момента, как вы представляете Herbalife, продавая эти продукты, вы заслуживаете руководящих позиций. Вы заслуживаете лучшего маркетинга. Мы уверены, это возможно. А теперь подумайте о своем будущем, о своих мечтах и способностях. Как далеко вы хотите зайти? Все двери открыты перед вами. Рынок здесь и сейчас, мир здесь и сейчас нуждаются в вас. Люди страдают от того, что вы еще не с ними. Их доход не растет, потому что они не знают вас пока. Но когда мы поможем вам познакомиться с ними, для них это будет лучшим событием.
Но теперь вы должны решить, чего хотите достичь. Мы предоставим все, что необходимо. Марк готов работать от зари до зари. Я никогда не видел, чтобы Марк Хьюз работал так, как последние 90 дней. Эти люди уже поймали удачу. Они могли давно отстраниться, но они тут, чтобы убедить вас, что следующие 8 лет могут быть самыми необычными годами не только для них. Они смогут изменить свое будущее, но еще они могут убедить вас, что у вас есть тот же шанс. У вас те же возможности в следующие 8 лет. Вы можете сделать так, что будете гордиться этими годами, передадите свой опыт детям и внукам. Вы сделаете это за 8 лет. Выбор за вами. Гербалайф будет вас поддерживать. Руководство позаботится о продукции Гербалайф. Все готово для вашего старта. Потом вся команда дистрибьюторов, не только ваших, но и дистрибьюторов других организаций, придет к вам, чтобы для вас наступила весна, и вы стали сильнее. В мире нет ничего подобного. И единственное, чего вам может не хватать, это мечты о будущем, целей на будущее. И я надеюсь, что ваши мечты стали глобальнее, мысли стали глобальнее. Нужно мыслить масштабно. Компания уже достигла 400 миллионов. Вы начинаете набирать количество для самих себя.